Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о приятной встрече, которая состоялась у нас во время церемонии открытия новой волны 2021 года в Сочи. И мне будет очень приятно, друзья, поделиться с вами и рассказать о семейной паре, которые приехали для того, чтобы поддержать Димаша и поддержать группу Мецо. Знакомьтесь, это Сабыржан Серикович и Светлана Мукашевна. Вот уже в течение 5 лет они приезжают на новую волну. И начинали они с того, что просто приезжали послушать хорошую музыку. А уже затем в 2018 году начали активно поддерживать артистов из Казахстана, которые приезжают для того, чтобы выступить на этом фестивале. После нашего репортажа нам удалось немного познакомиться. И Сабыржан Серикович пригласил нас встретиться и немного пообщаться о Казахстане, о Димаше и о многих других интересных темах. Во время нашей беседы мы смогли поговорить и о истории Казахстана, и о географии, о красивых местах, ну и, конечно, о вкусной еде. Приятной неожиданностью для нас стало то, что Сабыржан Серикович пригласил нас к себе в гости в Алматы. Так что, друзья, я надеюсь, что уже скоро мы сможем собственными глазами взглянуть на этот чудесный город, о котором пока что слышали только со слов других людей. Наша беседа была очень продолжительной и очень интересной, и мы договорились, что то, о чем мы не успели поговорить, мы обязательно обсудим, когда приедем в гости. Но некоторые моменты, друзья, все-таки мы решили вам показать. Потому что я думаю, что многим будет интересно познакомиться с такими приятными и милыми людьми, с богатым, невероятным жизненным опытом и очень высокой культурой общения. Так что, друзья, если вам интересно послушать, какие на самом деле казахи в жизни, обязательно смотрите нашу передачу. Здравствуйте, дорогие казахстанцы. Здравствуйте, Саша, Ваня, Алга, Петербург. Программа. Мы вот встретились в Сочи, в Адлере. Приехали на новую волну, мы каждый год приезжаем на новую волну. Днем купаемся, а вечером на представление. В основном наш представитель был Димаш, сейчас группа Мецо в этом году, а Димаш у нас сидит в жюри. Поэтому вот встретили ребят, пригласили их в Казахстан, поближе познакомиться. А то они интересуются Казахстаном, но все равно мало знают. Да, друзья, это настоящая правда. Мы совсем мало знаем про Казахстан. Но за последние несколько лет мы начали активно изучать все, что связано с этой страной. Поэтому я думаю, что у нас все впереди. Ну и, конечно, Сабыржан Серикович и его супруга также внесли свой вклад в наше знакомство с казахами и с Казахстаном. Например, Сабыржан Серикович, узнав о том, что мы сделали более 5 фильмов про Абая, рассказал нам очень много интересного про великого просветителя, мыслителя и философа. Мы поговорили про книгу «Путь Абая», про то, что памятники Абаю открываются в самых разных городах мира. Также мы обсудили не только молодые таланты из Казахстана, но и легендарные личности, которые внесли свой вклад в историю казахского народа. Ну а потом мы перешли к обсуждению фестиваля «Новая волна». Здесь, например, если про новую волну сказать, Димаш, конечно же, зажег там новую волне. После него все равно изменилось. Народ, но многие люди на него идут. Например, вчера, когда его выступление было, ну не скажу, что ползала, 15% зала ему принесли цветы. Там даже Галустян и Мартиросян удивлялись, стояли, не знали, что делать. Они ведущие были. Остановить концерт или что. Было смешно, да. Да. Мужики, куда цветы? Вы что? Это его! Этим можно и объяснить все это, феномен Димаша. Божий дар, наверное, в первую очередь ему дан. От Бога такой голос. Его по-разному уже объявляют здесь. Голос планеты, там, артист планеты. А вы На знаете, мировом уровне. А вы знаете, мы вот с Даной Нуржигит как-то разговаривали про Димаша, и она сказала, что у Димаша есть своя миссия, особая миссия. А может быть, миссия как раз Димаша и заключается в том, чтобы запустить вот в Казахстане вот эту эпоху возрождения в культуре, в науке, в бизнесе? Может быть. Димаш это наша рассказ. гордость. Димаш это наша гордость, да. Мы из-за него даже приезжаем на новую волну. Раньше приезжали, сейчас еще с удовольствием приезжаем. А вы помните 18-й год, когда Димаш первый раз выступил? Конечно, помню. А какие у вас были ощущения? Ну, эмоции были, это не перескажешь. Там эмоции были сильнейшие.
Я, честно, перебила, да, я и вчера мысли свои поймала, и 18-й год вы говорите, да, после Димаша я долго не могу других слушать. Не знаю. Она вот мне вчера тоже говорит, да, не могу. вот, честно, я не знаю, может быть, это для эфира можно говорить или нельзя, но просто не могу. Как-то отключаюсь, что ли, прям не могу. А потом себя как-то заставляю, думаю, ты же пришла на концерт, это же тоже певцы, ты должна их послушать, как бы, да. Но вот как-то вот такое, наверное, он дает энергию, эмоции, зажигает. Он показывает, как казахи какие, культурные, он очень скромный, порядочный, интеллигентный. Все, в Димаше можно все посмотреть, какой есть казах. Да, ты прав, здесь прав. То, что на самом деле, наверное, так Богом создан казахский народ, он очень скромный. Большинство, я не скажу за всех 100%, но большинство казахов у нас на самом деле скромный народ, он никогда о себе не проявляет. И вот когда на Димаша смотришь, на самом деле, конечно, гордость. В одном маленьком мальчике все можно увидеть. Весь свой народ можно увидеть. У нас вообще казахи очень гостеприимный народ. Очень. У нас многонациональная же республика, очень многонациональная. Мы принимали, когда и в Целину приезжали, там остались. И потом при Сталине, ничего скрывать-то, все разные нации приезжали, они у нас в лагеря выживали. У нас диаспоры всех стран есть, всех наций. И все хорошо живут. У нас нету никакого такого, как правильно сказать, дискриминации. И мы наоборот, вот даже если увидим другого города, другую нацию даже, вот так сказать, мы прям перевоплощаемся, мы такой гостеприимный народ, мы прям все, весь, как вот нас говорим, дастархан, вот такой круглый стол, вот это вот наш национальный дастархан. И вот за круглым столом, и все угощения, мы, короче, лучший кусок только гостям. Почему-то это народ, факт, да. казахский народ вот этими, наверное... Наши родители все прятали. Мы не ели, а гости приезжают, для гостей. Вытаскивали для гостей. Он прятал, ты имеешь в виду, что все лучшее для гостей. Все хорошее только для гостей. Да, на самом деле много можно говорить о нашем красивом народе. На самом деле сейчас молодежь, вот на Димаша смотришь, красавчик, красивый, статный, скромный, все в нем. И вот на самом деле можно много-много говорить о казахском народе, вот так красиво. И девушки так очень красивые, умные, интеллигентные. Как-то это в двух. Скромная, аккуратная. Скромность. Скромность прежде всего. Как-то нас так, наверное, воспитывали. Или так, может, заложено в генах, так сказать, может быть. Даже Господь Бог дал Казахстану всю таблицу Менделеева. У нас очень богатая страна. Там все есть у нас. Да. И таланты, и таблица Менделеева, все есть. И все богатство. И красоты, есть. да? И красоты. Очень. Все, что хочешь. Есть. Снег, Да. снег, красивейшие озера, 4 сезона. горы. 4 сезона Да, у нас да. есть. Вот на Западе же удивляется, как это так можно 4 сезона. У нас на самом деле 4 сезона. И зима суровая, и лето жаркое. Было в этом году и 50 градусов, в каких-то странах и 55, странах, говорю, областях. Ну вот так. Мы уже скоро месяц за границей, мы уже скучаем по своей кухне, по дому скучаем, сильно скучаем. По своему бешбармаку. Да. Так что Своей национальной ждем еде. вас в Алмате. Обязательно. Попробуйте бешбармак, манты, плов. Ну, плов узбекский, конечно, но мы тоже готовим. Лагман. Вот. Вкратце я расскажу так о себе. Я всегда этот фильм смотрела, наш советской эпохи, время «Москва слезам не верит», когда 3 девушек приезжают в село покорить Москву. Вот такая история и с нами. Мы из далекой глубинной поселка, села, можно, из глубины.
приехали свою Алмату покорять. И, конечно, с нами были много товарищей, много друзей наших, которые не смогли остаться. Это город тоже, понимаете, это городская жизнь, это суматоха, и еще там надо остаться, и там надо еще выдержать, и при этом остаться человеком. Это тоже огромный труд, очень много соблазнов, очень много всего. И коррупции, и предательства. Всего этого очень много, лицемерия. Это было во все века, и сейчас она есть, в настоящее время и у нас тоже есть. друзей очень много, у нас разных направлений, семейные друзья, 9, Тогузбай называемый, 9 семей дружим, Тогузбай, это по-казахски, как-то интересно вот так. У нас по линии хореографии есть друзья, разные друзья есть, по линии КСМК, там стройка, друзей очень много, по работе у нас друзей. Каждый день гости. Есть одноклассники, друзья, есть детство, друзья. Сегодня хочу сказать, день рождения нашего детища. У нас есть свои сеть супермаркетов, Тоймарт. Сегодня нашему крупному самому магазину 7 лет исполнилось, именно 23 августа. Сейчас мы дорогу открываем, как говорится, молодым. Но мы как совет старейшинных с ним почти получается. Да. Так. Попечительский совет старший. Как Нурсултан Абишевич сейчас, да? Не сразу. Так можно сказать? Да. Ну, конечно, это сидя в другой республике, можно говорить. Наши сравнивают нас так, да. Они говорят, что вы на покой совсем не уходите? Они хотят. Но мы не уходим, мы еще работаем. У нас в крови, наверное, у казахов, не уходить далеко. Точно, здесь точно сказано. Мы много трудились, очень много трудились, с утра и до позднего вечера. Ну, сейчас молодежь-то, она очень продвинутая. Даже, кажется, с Илоном Маском наш парень работает. Есть такое. Да, он пригласил, Илон Маск даже нашего пригласил. Я же говорю, везде они. Один казах полицейский вообще в Америке. То, что ты сказал, труд, это всю жизнь был, ее никто не отнимал. И было, есть, и она будет. В любом случае, в какой бы специальности человек не был, он пусть будет спортсмен, бизнесмен, артист, это все приходит, хорошая слава, это только трудом. И мы даже частенько себя тоже дома как-то сидим, сравним, тот же Головкин, спортсмен, например, да, это же какой труд, ребята, это же огромный труд, без труда. Димаш. Ну и тот же Роналдо, Рональдини, они же все из бедной семьи выросли, они пахали. Пахали, это... А некоторые же сейчас один раз медаль получат, там потом расслабляются, и все, расслабуха, поэтому не держится. Везде, в общем, труд, пахать надо. И спасибо вашей программе «Алга Петербург», что вы про наших казахов пишете. Приятно, спасибо. Когда, конечно, наши дети, Димаш это мой ребенок, можно сказать. Дети мои. И так дети на весь мир показали, не только он себя показал, а показал весь Казахстан. Это, конечно, гордость. Со слезами на глазах прям я горжусь, потому что он показывает, что есть такая страна, Казахстан, что есть такие люди, казахи, очень такие скромные, добрые, гостеприимные. И он своими песнями, это во всем мире, и в Китае, и в Америке, и везде, где бы он ни был, он об этом своими песнями показывает. В некоторых регионах планеты не знали же про Казахстан. Многие узнали, многие. Или знали, но не так, как нужно. Да, как нужно, многие узнали. Потом начали понемногу изучать Казахстан после Димаша, чуть ближе. У нас больших бизнесменов очень много. Если перечислять, это будет как реклама. Бизнесмены у нас хорошие есть. Но мы знаем Маргулана Калиевича. Да, Маргулан Сисимбаев есть у нас, да. Много таких бизнесменов, очень продвинутых, очень умных. Еще кто-то сказал, что в Лондон приезжаешь, и все, кто с деньгами, это казахи. Конечно. Тоже такое, да? Есть такое.
Наконец-то вы до нее дошли. На самом деле мы вас задержали уже на 7 минут больше, чем Ой, нужно. нам как понравилось, да? Да. Но очень было интересно. Вот я вижу, что вы только раскочегарились. Не говорите. Да. А нашему Димашу желаем упорства, желаем удачи. Самое главное, конечно, Димашу здоровья желаем, чтобы у него было крепкого здоровья. И знаешь, вот на казахском я скажу, көз тілден Құдай сақтасын дейді. Чтобы от сглаз, как мама, как мать. У нас говорят бата, это как бы бата на казахском, а это, если перевести на русский, это пожелание, что ли, вот как-то так. Благословение. И как бы благословение. И, конечно, я хочу, чтобы от сглаз, от порчи его, чтобы сохранил Бог. И дай Бог тебе дальнейших путей, чтобы был на высоте. И самое главное, чтобы все его близкие были рядом с ними. Аман болсын жанындағы әке шешең, ата бабаң. Көз тілден Құдай сақтасын. Әке шешең аман болсын, ағайын туысың жаныңда табылсын. Аман бол. Спасибо, Алга. Петербург. Ждем вас в Алмате. Вот национальный наш курт специально привезли, как бы на современном ладу. А наш настоящий курт это кругленький, опашки руками делали. И есть такое, и, как говорится, угостим. Приезжайте в Казахстан, Все, мы вас удачи угостим. всем нам. Вам огромное До спасибо. встречи в Алмате. Спасибо вам. Да.